Живу я в деревне, есть у меня любимая жена и дочка. И вот однажды при обходе леса отошел я прилично от деревни и вдруг услышал звуки, которые были похожи на рычание вперемешку с писком. Я снял ружье с плеча и двинулся на звуки. Пройдя метров 100, я увидел волчицу, а возле нее топтались два волчонка. Волчица бегала по кругу, как будто оббегая какой-то магический круг. Я сначала не понял, что она делает, и стал наблюдать, но потом увидел, что волчица опустила свою голову вниз, как будто под землю. Тогда я понял, что это была яма. Что-то случилось, подумал я и стал осторожно приближаться. Волчица, увидев меня, оскалила свои клыки и стала рычать, я остановился. И тут из ямы донесся писк волчонка. Теперь я понял, он угодил в ловушку, которую приготовили браконьеры. И что делать, подумал я, волчица меня не подпустит, потому что думает, что это я приготовил эту западню. Делать было нечего, я решил пойти на крайние меры, подняв ружье, я выстрелил. Волчица отбежала к волчатам, и они спрятались под ней. От страха волчица скалилась, но не уходила далеко от ямы. Я выстрелил в дерево, которое находилось недалеко от нее. Волчица вздрогнула и метнулась в сторону, а за ней как можно быстрее бежали волчата. Отбежав метров на 20, она остановилась и внимательно наблюдала за мной. «Извини, это для твоего же блага», — крикнул я и двинулся к яме. Я прыгнул в яму, она оказалась мне по шею. Я взял испуганного волчонка и поставил его на край ямы. Волчонок, увидев мать, бросился к ней без оглядки. Пока я вылезал из ямы, волчица уже облизывала своего детеныша. «Теперь все в порядке, можешь вести волчат в свое логово». Волчица внимательно посмотрела на меня и как будто хотела уловить мой запах. Я думаю, ей это удалось. Тогда я подумать не мог, что мой запах сыграет роковую роль в моей жизни. Я помахал ей рукой и двинулся дальше. Когда я вернулся домой, уже темнело. Жена накрыла стол, и мы стали ужинать. За ужином я рассказал эту историю жене с дочкой, которой было 7 лет. Так закончился этот день. Прошло полгода, стало прохладно, я, как обычно, утром пошел на работу. Пока бродил по лесу, не заметил, как день подходил к концу, уже рано темнеет, поэтому я далеко не заходил и уже возвращался домой. Сегодня как-то на душе неспокойно, подумал я и ускорил шаг. Выйдя из леса, я увидел, что в деревне какой-то переполох. Люди бегали со двора во двор и что-то кричали. И вдруг я услышал имя своей дочки. У меня все перевернулось внутри, и я бросился к ним. Подбежав к первому дому, я встретил свою жену. Она была вся в слезах и не могла сказать ни слова, у нее была истерика. Соседка, которая была рядом, сказала, что пропала моя дочь. Всю деревню обыскали, нигде нет. Вся деревня стала собираться возле нас. Уже темнело, надо было спешить. Мы решили прочесать лес. Вооружившись, мы двинулись к лесу. И вдруг из леса выходит моя дочка, а рядом с ней спокойно шел волк. За ними показались еще 3 волка помельче. Она смеялась и держала волка за шею. Так шли они вместе, как друзья. Вся деревня остолбенела от такой картины. Мужики стали направлять свои ружья в сторону волка. Я попросил опустить ружье, двинулся к ним один, подошел метров на 5 и остановился. «С тобой все в порядке?» — спросил я. «Да, папа, теперь все хорошо. Я заблудилась, а эти собачки нашли меня и привели в деревню. Давай возьмем их домой, они такие хорошие», — ответила дочь. «Нельзя, я потом тебе все объясню». Я понял, что это была та самая волчица, и уже со взрослыми волчатами. Волчица стала нюхать воздух, как будто сравнивая запах дочки и мой. «Иди ко мне, дорогая», — сказал я дочери. «Сейчас, папа, только попрощаюсь с собачкой», — ответила она. Не успел я дочери сказать, что не нужно этого делать,
как дочка прижала голову волчицы к себе и сказала: «Спасибо, собачка, приходи завтра, мы поиграем». Волчица была спокойной, когда дочка обняла ее, она облизала лицо, потом развернулась и спокойно пошла в лес, а за ней последовали 3 почти взрослых волка. Дочь подбежала ко мне, я взял ее на руки и прижал к себе. Жена подбежала к нам и обняла нас обоих. «Ну что, любимые мои, вот и отдала свой долг та волчица. Она по запаху учуяла, что это моя дочь, и привела ее в деревню». Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.